Это лучше, чем пицца. Все соседи будут просить рецепт. Если у вас есть 3 картошки и 3 яйца, обязательно приготовьте этот быстрый, простой и очень вкусный ужин. Я уверена, что вы будете в восторге. Сохраняйте рецепт, чтобы не потерять, делитесь с друзьями и первым делом натрем на терке 3 крупных картофелины. Кстати, чем мельче вы натрете картофель, тем более нежной будет текстура нашей картофельной пиццы, картофельного пирога. Но если вы любите более хрустящую корочку, то можно натереть картофель на крупной терке. Натерли картошку и перекладываем в миску. Для того, чтобы удалить лишний крахмал из картофеля, который может сделать наше тесто более тяжелым, заливаем картофель холодной водой и оставляем буквально на 5 минут. Этот простой трюк поможет сделать вашу пиццу более воздушной и более хрустящей. Друзья, сегодня мы готовим простое, но невероятно вкусное блюдо, которое покорит сердца всей вашей семьи. Это картофельная пицца – отличный вариант для быстрого и сытного ужина, когда у вас совсем мало времени и хочется чего-нибудь вкусненького. И пока картофель настаивается, быстренько приготовим простое тесто. В миску разбиваю 3 яйца и добавляю щепотку соли. Хорошо взбиваю яйца с солью венчиком до однородности. Миксер здесь не потребуется, нам пригодится обычный кухонный венчик, который всегда есть у нас под рукой. Получается такое легкое и воздушное тесто, которое сделает нашу пиццу невероятно вкусной. Оно без дрожжей, все продукты, все доступные под рукой, которые найдутся в вашем холодильнике, в крайнем случае в ближайшем магазине. Потому что яйца, молоко и мука, которые потребуются для теста, всегда есть у каждой хозяйки на кухне. Хорошо перемешали яйца со щепоткой соли и вливаю сюда же 250 мл молока. Это 1 стакан. Еще раз все хорошенько перемешиваем. Вот такое вот простое тесто без дрожжей. 200 грамм муки всыпаем в нашу смесь и добавляем 2 чайных ложки разрыхлителя. Муку можно не просеивать. Все хорошенько еще раз перемешиваем при помощи венчика. Смешиваем тесто до однородности. Слишком долго мешать его не нужно. Как только ингредиенты объединились, тесто готово. Посмотрите, вот такая вот гладкая однородная консистенция должна получиться. Тесто без комочков. При помощи венчика вы легко приготовите вот такое вот однородное воздушное тесто. Сразу же ставлю разогреваться сковородку с растительным маслом. Масло можете использовать любое, на котором вы обычно жарите. И 1 репчатую луковицу мелко нарезаем. Тесто должно настояться, мы его отставили, оно постоит минут 10-15, чтобы клейковина в нем набухла и пицца получилась еще более вкусной. А тем временем мы с вами приготовим ароматную овощную зажарку. И первый ингредиент для зажарки – это, конечно же, репчатый лук, который всегда является классикой любого рецепта. Мелко нарезали лук и отправляем его в горячее разогретое масло на горячую сковородку. Обжариваю буквально 2-3 минутки на среднем огне. Пару раз перемешайте, чтобы лучок не подгорел. Также натираем на терке 1 морковку. Можно приготовить только классическую зажарку из лука с морковкой, а можно добавить какие-то еще овощи по вашему вкусу и по сезону. У меня сегодня будет зажарка из лука с морковью, и я добавлю сюда немного паприки, сладкого болгарского перца, но также вы можете для более яркого вкуса экспериментировать с начинкой. Добавить немного чеснока или ваши любимые итальянские травы, например, такие как базилик или орегано. В общем, любые сушеные травки тоже придутся кстати. Добавляем морковку к обжаренному луку и обжариваем овощи еще буквально 2-3 минутки. Огонь небольшой, чтобы ничего не подгорело. А пока жарится лук с морковкой, мы с вами нарежем 1 паприку, 1 большой болгарский перец. Разрезаем перчик.
И удаляем семена в семенную коробку. Можете использовать только половинку перца, а другую половинку оставить для салата, например, который также можете подать к нашей картофельной пицце. И нарезаем перец сначала соломкой. А затем режем поперек небольшими кубиками. Перец такой хрустящий, такой ароматный и очень-очень полезный. Я думаю, вы знаете, друзья, что в перце содержится очень много витамина С, а витамин С – это иммунитет здоровый, это наше здоровье с вами. Добавляем перец в нашу зажарку из лука с морковкой и обжариваем еще буквально 2 минутки. Долго жарить не нужно. Нам нужно только слегка припустить овощи, чтобы они чуть-чуть обмякли и стали мягкими. Тем более мы с вами будем запекать нашу картофельную пиццу в духовке, поэтому нам не нужно доводить овощи прям до полной готовности. Картошка уже постояла, и теперь перекладываем картошку в миску или просто сливаем воду с картофеля, откидываем картошку на дуршлаг или на сито. Все, картошечку мы с вами отцедили и вернемся к нашему тесту. Оно постояло, посмотрите, какая у него консистенция, обратите внимание, вот такой вот консистенция она получается. Очень хорошее тесто. Теперь берем еще одну мисочку, набираем горсть картошки и хорошенько сжимаем ладонями, отжимаем из картошки всю лишнюю влагу, чтобы никакой лишней воды не было, потому что лишняя вода в тесте нам не нужна. А также, чтобы картофель не дал лишнюю слизь при выпечке пирога, для этого мы с вами его замачивали в воде и теперь еще раз хорошенько отжимаем от воды и от лишнего крахмала. Вот таким вот образом отжимаем картошку и добавляем отжатую картошку в миску с тестом. Так, все уже практически готово. Отжимаем последнюю порцию нашей картошечки. И теперь хорошенько смешиваем картошку с нашим тестом. Тертый картофель перемешиваем с воздушным тестом для пиццы. Смешиваем просто до однородности. Картофельная пицца по этому рецепту, друзья, получается очень вкусной. И готовится, проще простого. Смешать все ингредиенты не займет у вас много времени, но вся ваша семья будет вам благодарна, потому что это очень вкусно. Теперь добавляем в картофельное тесто нашу зажарку из лука, морковки и овощей. А также нарежем небольшой пучок зеленого лука. Мелко нарезаем лук, зелень придаст пицце свежести и яркости вкуса и красок. Кстати, зеленый лук можно заменить на любую другую зелень по вашему вкусу. Укроп, петрушку, кинзу – все зависит от ваших предпочтений. Добавляем лук в тесто и еще раз хорошенько перемешиваем. Как я уже говорила, чтобы сделать пиццу более сытной, можете добавить в начинку кусочки курицы, ветчину, колбасу или сосиски. Все, что вы любите. А если вдруг вы любите остренькое, то можете добавить немного перца чили или кайенского перца. Здесь все, опять же, зависит от вашего вкуса. По вкусу приправляем тесто солью и черным молотым перцем. Помните, что главное в кулинарии – это экспериментировать и получать удовольствие от процесса приготовления пищи. Тем более, когда мы готовим, друзья, еду с вами каждый день для нашей семьи, для наших близких, важно, чтобы этот процесс действительно приносил удовольствие, потому что
еда, приготовленная с любовью, имеет особенный вкус, даже если это совсем простые блюда. Я беру противень для выпечки и смазываю его растительным маслом. Можете смазать сливочным, тоже получится очень вкусно. А можете застелить противень пергаментом, чтобы пицца не прилипала. И выливаем картофельное тесто на противень. И вот так вот при помощи лопаточки или ложки хорошенько разравниваем, распределяем тесто по всему противню, чтобы слой теста получился равномерным. Все уже готово, друзья. Я поставила разогреваться духовку, включила. И перед тем, как отправлять пиццу в духовку, натрем кусочек сыра на терочке, грамм 150-200. Чем больше сыра, тем получится вкуснее. Я обычно использую моцареллу, сыр. Он отлично плавится и придает пицце нежный сливочный вкус, но вы можете выбрать любой сыр, который вам нравится. И теперь посыпаем пиццу натертым сыром. Все, пиццу можно отправлять в духовку, температура духовки 180 градусов, а время выпечки 20-25 минут. Время выпекания может зависеть от толщины теста и мощности вашей духовки. И чем тоньше пицца, тем быстрее она испечется. Все готово, друзья, только посмотрите, какая красота, а аромат стоит просто волшебный. Давайте скорее разрежем пиццу и посмотрим на этот хрустящий сочный кусочек с нежной сырной корочкой и сочной начинкой. Очень симпатично выглядит, аппетитно, и запах стоит просто волшебный. Только посмотрите, какая она румяная и аппетитная, такая золотистая корочка, просто объедение. Обязательно попробуйте, друзья, сочетание нежного картофеля, ароматных овощей и расплавленного сыра просто покоряет. Попробуйте этот рецепт, и вы сами убедитесь, насколько он простой и вкусный. Такая пицца станет отличным вариантом для семейного ужина. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал и делитесь рецептом с друзьями. Я желаю вам приятного аппетита и до встречи в новом вкусном видео.